Привет! Примерно с недели две назад на нынешней распродаже Тимола я урвал сей девайс в районе 1700 рублей. Это беспроводные наушники Skull Candy Dime с механическим управлением и максимально простейшим внешним видом. Да, модель уже не новая, но про них периодически спрашивают. Вот и стало мне интересно, что ж там за наушнички такие получились. В общем, звезды сошлись, и вот они у меня на руках. Сам по себе Skull Candy бренд американский, хоть и собирается и во Вьетнаме, и в Китае, но тем не менее их наушники не так распространены на Алиэкспрессе, а вот наши продавцы некоторые их модели сюда привозят. Так что тем, кто не особо жалует китайских вендоров на Али, возможно, продукция данного бренда придется по душе. Первое, что сразу хотелось бы отметить, это очень непривычную сборку кейса. В принципе, отверстиями в крышке и какими-то угловатыми формами меня уже сложно удивить, но то, что сама крышка закрывается не на магнитах, а на защелках, это как-то уж совсем непривычно. По-хорошему, магнит там все же установлен, но сама фиксация крышки обеспечивается пластиковыми защелками. Открыть кейс одной рукой не получится ни при каких обстоятельствах. На самом деле и двумя-то руками для открытия необходимо приложить некоторые усилия. Однако, несмотря на все эти заморочки, сама по себе сборка надежная. По крайней мере, тактильно пластик хоть и грубоват, но подогнано все хорошо. Единственный момент, крышка никак не фиксируется в верхнем положении и при неудачном падении имеет риск отлететь. Но это уже человеческий фактор, к качеству сборки отношения мало имеющий. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Перезагрузить устройство можно посредством кнопок на самих наушниках. Емкость встроенного аккумуляторного блока, по всей видимости, составляет какую-то коммерческую тайну, ибо я нигде по этому поводу точной информации не нашел. К сожалению, узнать и его остаточный заряд никак нельзя. Приложение для этих наушников хоть в маркете и имеется, но никакой информации там об этом нет. Ровно как и нет никакой световой индикации на самом футляре. Ну а если точнее, то лампочка здесь все же присутствует, но горит она лишь в процессе пополнения энергией. Ее расположили с еще одним атовизмом современности, разъемом для зарядки micro-USB. Да, давненько я уже не встречал нашего доброго знакомого, но здесь установили именно его. Производителем заявлено время автономной работы наушников 3,5 часа, плюс дополнительных 8,5 от кейса. Я же в свою очередь проверил это дело своим обычным способом. Мой тест на 100% громкости выдал результат в 3 часа и 12 минут, что довольно близко к заявленному времени, но в целом при имеющихся характеристиках как-то маловато. Ну а в силу того, что история с автономностью кейса вся покрыта мраком и тайной, узнать, когда же надо заряжать устройство, нет ни малейшей возможности. Нет ни индикаторов, ни точной емкости аккумов. Хорошо, что хотя бы кабель в комплект положили, причем довольно неплохой. К слову сказать, помимо сменных насадок в коробку закинули еще и небольшой ремешок для переноски. И вот тут-то как раз и становится понятным использование в конструкции кейса этих самых фиксаторов защелок. Даже при сильной тряске наушники точно не выпадут. Сам же производитель в свою очередь позиционирует, что наушники носить можно как брелок вместе с ключами. Вот только несмотря на качество и всю матовость пластика, царапин при таком раскладе точно не избежать. Сами наушники тоже сделаны весьма оригинально. В производстве использован идентичный матовый пластик, что и в кейсе, только внешние стороны с кнопками управления покрыты прорезиненными полусиликоновыми накладками. Странно, что при таком решении класс влагозащиты у гарнитуры всего лишь IPX4. Тем не менее, управление здесь не сенсорное, а механическое, причем к моему большому удивлению оно полноценное. Одинарным нажатием можно активировать плей-паузу, двойным регулировать громкость в плюс или минус, а по удержанию кнопки в течение секунды в плеере переключаются песни. На правом наушнике вперед, на левом назад. Если же нажать на любую из кнопок трижды, то можно позвать голосового ассистента. Насчет мискликов можно не беспокоиться, кнопки мягко не нажимаются. Оттого, кстати, при надетых наушниках во время данных действий ушам бывает некомфортно. Еще лично в моем случае дискомфорт я испытал и от комплектных амбушюр. Дело все в том, что производитель, дабы обозначить всю серьезность своего бренда, решил отбрендировать и свои насадки, нанеся логотипы черепушки на поверхность силикона. Решение так себе, особенно если учитывать и форму корпусов наушников. Все имеющиеся грани хоть и скруглены, но они довольно резкие, и кому-то от этого также может быть некомфортно, особенно при нажатии кнопок. Ну а в продолжении моей истории про насадки, лично мне на помощь снова пришли амбушюры от Redmi AirDots с коротким сердечником. Никакие другие из моего арсенала сюда не подошли. Я пробовал, кейс не закрывается.
Ну а если же учесть все моменты, что я озвучил, то по итогу наушники сидят весьма комфортно, создавая неплохую такую пассивную изоляцию. Но это лишь в моей ситуации. Уши у всех разные, а пластик все же грубоват. Если же говорить непосредственно о звуке, то несмотря на имеющийся в модели единственный аудиокодек SBC, он тут весьма хорош. И если честно, я был приятно удивлен частотной картиной, что выдают эти малыши. АЧХ здесь хоть и классически V-образная, но хватает абсолютно всего, в особенности при прослушивании электронной музыки, хотя и рок с металлом они отыгрывают весьма и весьма неплохо. Громкости в целом хватает, наушники не тихие, но запас процентов 10 им бы не помешал. Если же вдруг тебе захочется экспериментов с эквалайзером, то ставить придется сторонний, ведь фирменное приложение абсолютно бесполезно. Тут можно лишь узнать уровень заряда самих наушников, никаких других полезных настроек в нем нет, ровно как и не предусмотрено здесь и специального игрового режима с низкой задержкой. Оттого в своем тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил довольно стандартные результаты по данной дисциплине в районе 280-400 миллисекунд. Да, игровыми эти наушники назвать сложно, но по-хорошему здесь данной опции и не было заявлено. За связь со смартфоном отвечает Bluetooth модуль версии 5.0. Он, конечно, не новый, но в целом актуальный, чего не скажешь про разъем microUSB. Наушники весьма стабильны при работе со смартфоном, отвалов и отключений я в своем экземпляре не наблюдал. Итак, проверяем работу микрофонов в наушниках School Candy Dime. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда начинает задувать порывами ветер, плюс есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Ну и примерно как-то так отрабатывают микрофоны в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Стандартный тест в автомобиле номер 1. Ну и разумеется у нас второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты. Уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Собственно, я его специально ставил, чтобы послушать, в каких условиях данный тест проводится, какая нагрузка на микрофон происходит. Ну и примерно как-то так отрабатывают здесь микрофоны в наушниках School Candy Dime. При вот таком сценарии использования, если ты будешь с кем-то, допустим, разговаривать по этой самой гарнитуре, находясь в каком-то очень сильно шумном месте. Да, без ветра, но тем не менее в сильно шумном месте. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках School Candy Dime. Вот таким образом они звучат на улице. Сейчас меня, кстати, 2 трамвая проехало. Плюс мне в лицо сейчас еще задувает ветерочек. Есть шум от дороги, от этой двухъярусной дороги. Внизу едут машины, наверху едут машины. В принципе, нагрузка на микрофоны довольно приличная. Самому уже даже интересно послушать, насколько хорошо будут справляться микрофоны в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать так. Для российского ритейла наушники неплохие. Все собрано плюс-минус надежно, и на свои деньги в 1700 рублей они играют. Конечно, автономность здесь не высший пилотаж, особенно если учитывать простоту функциональности самого устройства. Тоже могу сказать и про встроенные микрофоны, они здесь довольно среднего качества. Если рассматривать как альтернативу площадку AliExpress, именно китайских продавцов, то у этих наушников огромная куча конкурентов. За примерами далеко ходить не нужно, те же недавние Deezer Buds Z или QCY T13 будут намного лучше. Но в любом случае абсолютно плохими School Candy Dime я назвать не могу. Вот есть в них что-то такое цепляющее, и несмотря на все их недостатки, мне модель понравилась. Ну а покупать их себе или нет, решать уже тебе на основе всего изложенного. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.